Сейчас мы будем делать meatballs. По-русски тефтели, аналогичный вариант. Я так рада. Есть много разных рецептов, как их делать. Я даже их иногда делаю по-разному. Значит, сегодня мы возьмем говяжий фарш. Говядина? Да, я добавлю немножко риса сегодня. Совсем. Ты уже приготовил? Да, он уже вареный. Он как бы будет сделает тефтели немножко более мягкие. Более мягкими они будут лучше слипаться. Теперь лук и чеснок. Можно просто мелко порезать. Но я приготовила сейчас процессор. Так быстрее я положу в процессор. Хорошо. Ты уже все приготовила. Класс. Да. Мы добавляем этот фарш. И надо будет все руками? Да. И смешиваем потом все руками. И зелень я взяла, укроп и петрушку. Я уже это укроп? Да. И это петрушка? Да. Я уже ее помыла. Вот эти стебли, это более грубая часть. Я их не буду туда класть, только более мелкие. И просто мелко порезать. Думаешь, если просто мясо без этих других ингредиентов совсем по-другому будет или почти то же самое? Ну, будет немножко по-другому. Но я говорю, можно по-разному. Это такой не застывший рецепт. Можно самой делать разные это так варианты. Вкусно пахнет. Это укроп или? Да. Значит, теперь добавляем специи. Значит, соли, перца. Это основные. Для... Греческий где? Оно не кончилось. Трагедия. Есть. Мам, давай добавим. Окей, добавим греческий. Значит, креол, греческий. Таджон. Мой любимый. Так, и чуть-чуть мяты. Наша собственная мята. Да. Окей. Все, теперь надо это все перемешать. Ой, почему я хочу плакать? Это Там же лук. Вы не включили вентилятор. Как это назвать? Не вентилятор. Папа мне сказал, как правильно сказать. Вытяжка. Вытяжка. Надо теперь громче говорить, потому что мы включили вытяжку. Но теперь не будем плакать. А я не плачу. Я не знаю, почему ты плачешь. Я не знаю, я тоже не знаю. Я даже не резала, ты резала. Даже процессор резал. Да. Процессор тоже не плачет, а я плачу. А ты уже включила? Нет, еще. Надо это сделать? Сейчас включим, да. Обычно ты сначала включаешь? Да, но она... Я просто готовила недавно, поэтому она еще теплая. А я только что съела то, что ты приготовила, и очень-очень вкусно было. Окей. Сейчас включаю, значит, я включаю на бейк 425. Почему 425? Мне так нравится этот цифр. Мне лучше готовится. Окей. Окей. Теперь мы лепим meatballs или тефтели. Тефтели. А то папа ворчал, что мы не говорили по-русски, когда мы сказали салмон. Я опять забыла, как по-русски правильно сказать. Лосось или семга? Мы так и не пришли, не пришли к выводу. По-моему, лосось. Какой же правильный? Это как печенье, они не должны трогаться.
Они могут трогаться, дотрагиваться друг до друга, потому что... Дотрагиваться, да, друг... Что? Дотрагиваться? Дотрагиваться, да, потому что они ужарятся. Когда начнут готовиться, жир начнет вытапливаться из них, и размер вот этих тефтелей он уменьшится. Да. Мне так нравится последнюю тефтельку брать, когда из холодильника, потому что там весь жир. Там я микроволновку. Это как суп почти. Жирный суп. А что такое фрикадельки? Фрикадельки то же самое, только для супа. Бульон. В бульоне, когда... Давай это тоже сделаем. Хорошо, у нас будет долгая зима впереди. Да. И во время Надо зимы мы будем супы. делать разные супы. Да. Я хочу с фрикадельки. Фрикадельки. Это моя любимая еда. А я тебе делала суп с фрикадельками. По-моему, дело, но давно уже было. Когда мы сделаем все рецепты, тогда можно сделать версию, где я все готовлю, и ты просто здесь стоишь и издеваешься над мной, как я все неправильно делаю. Я не буду издеваться. Я тебе разрешаю, ты можешь издеваться. Я хотела спросить, когда ты начнешь готовить? Потому что первоначальная идея была для того, чтобы ты начала готовить. Или просто потому, что я изучаю русский язык, и у меня гораздо лучше становится. Ты заметила, как хорошо я сейчас говорю по-русски? Это как-то в психологии называется смещение цели или манипуляция. Я не знаю, что это точно. Но эти видео называются Cooking in Russian. И что важнее для меня, cooking или Russian? Так, хорошо. Значит, теперь я сделаю соус. Окей. Соус? Да. Привет, Федя. Он ничего не говорит. Значит, для соуса мы возьмем сметану. Естественно, потому что какое же русское блюдо. Это как русская культура и американская культура, раз у нас сметана и кетчуп. Да, я добавлю немножко сливок, потому что если одну сметану брать, то она будет... Мне нужно, чтобы соус был довольно жидкий. Так, и добавлю кетчуп. По-русски есть слово для кетчуп. Или просто кетчуп. Томатный. Это одно, да. Ну, можно сказать, томатный соус, но кетчуп, он, по-моему, интернациональный. Некоторые слова, они как бы из языка в язык переходят совершенно. Мне нравится, когда ты делаешь соус для макароны с сыром, и ты добавляешь вот это... Сливки. Как это называется? Сливки. А, да, сливки. Ты добавляешь сливки. Мне кажется, Софии и Зое это очень нравится. Ну так немножко как-то обреченно едят макароны с сыром, потому что они, по-моему, едят это каждый день. Обреченно? Что это значит? Да. Они привыкли, им скучно. Ну, что как бы они уже знаешь. Это Да. вот их. Так, все, теперь мы этим О. соусом польем сверху. Окей, мам. Первый рецепт, который я сама сделаю, это будет этот. Давай. Да? Да. Я куплю все ингредиенты, которые у нас нету. Я мясо куплю. Надеюсь, что все другое у нас уже будет. И сделаю. Где ты будешь мясо покупать? Я не знаю, я нашла здесь магазин Ты рядом. хотела найти мясника, лавку, да? Я нашла, но это так дорого. Я... Так что теперь у тебя уже поменялось. Ты уже туда ходила или ты? Да, я ходила, я купила паунда говядины и стоило почти Когда? $10. В среду или в четверг? И где эта говядина?
Я съела. Я готовлю для себя. Иногда. Так, окей. Значит, духовка еще не нагрелась. В принципе, можно чуть пораньше поставить. Можно дождаться, когда нагреется. Окей. И хорошо, я тогда сейчас ставлю. Где-то 20-30 минут уходит, в зависимости от количества этих тефтелек. А надо повернуть Нет, как-то? не надо. Не надо? Окей, это первое блюдо, Все, которое я ждем сама сделаю. минут 20 примерно. Готово? Так, ну, я в результате немножко пару раз их перевернула, но в основном это не для того, чтобы они все равно прожарятся в любом случае, а если их вот так вот пару раз перевернуть, тогда соус будет, вот то, что жир из них вытопился, и то, что я добавила сметану с кетчупом, тогда вот получится вот такой вот соус красивый. Так, я думаю, они готовы. Прошло где-то минут 30, да? Да. Они, ну вот видишь, вот жира очень много вытопилось. Отлично. Так, сейчас я положу на тарелочку, чтобы было красиво. Так, значит. Ой, как красиво. Вообще они, мне кажется, раз по-разному получаются, Да? честно говоря. Я еще не нашла, какой у меня рецепт. Ну и вот так вот, когда на тарелку, то можно вот так вот сверху вот этим соусом полить, чтобы было более сочное. И можно еще посыпать зеленью. Вот я приготовила этот зеленый лук. Это собственный зеленый лук. Да, это который вырос на нашем огороде. Ну и все, вот это теперь готово. Вот это да. Спасибо, мама. Пожалуйста.